Всем огромный привет, друзья! Сегодня рецепт идеальных чебуреков. Поверьте, перепробовала много вариантов теста для чебуреков, остановилась именно на этом и с удовольствием делюсь. Чебуреки получаются очень вкусные, хрустящие, тесто пузырчатое такое после жарки, очень тоненькое, внутри сочный мясной фарш. И тесто хоть и бюджетное, но очень вкусное. Для этого полкилограмма пшеничной муки, чайная ложка с горкой соли и сюда 4 столовых ложки растительного масла рафинированного. Все смешиваю и теперь сюда добавляю 250 миллилитров кипятка, крутого кипятка. Тесто заварное. Сначала смешиваем при помощи ложки, так как горячо, а потом, конечно же, рукой. В тесто не добавляется ни яйцо, получается и без кефира, и без молока, то есть очень бюджетный вариант, но очень вкусный. И увидите, насколько это тесто удобное в работе, что совсем с ним не сложно. Руки чистые, стол чистый, поверхность чистая. Ни грамм муки даже не надо, чтобы припылять. Вот собираю я все тесто в один комок, вымешиваю. Это занимает времени немного, буквально там 2-3 минуты. Вот получается такой колобочек. И буквально 1 минуточку, не больше, вот вымешиваю. Вот получается такое плотное тесто. Отправляю его в кулек или пищевую пленку и в холодильник на 30 минут обязательно. Тем временем займемся приготовлением фарша. Тут полкилограмма фарша свиного. Сюда же 1 небольшая луковица, натерла на терке. Солим по вкусу, чайная ложечка соли и, конечно же, перец черный по вкусу, где-то пол чайных ложечки. Благодаря луку натертому он тоже отдаст свой сок. И фарш мясной получится у нас такой сочный, потому что он не должен быть сухим внутри, этот чебурек. Поэтому еще для того, чтобы чебуреки были сочные внутри, добавляем 100 мл, ровно 100 мл ледяной водички. И все хорошо вымешиваем. Конечно же, по желанию можно добавить зелень. Мы любим. Я добавляю зелень петрушки и укропа. Вот. Воду хорошо равномерно смешиваем. И у нас получится такая сочный мясной фарш. Добавляю укроп и петрушку. Это, конечно же, по желанию. И все хорошо перемешиваем. Дальше фарш надо отправить тоже в холодильник, пускай он немножко там отдохнет вместе с тестом. Прошло 30 минут. Тесто вымешиваю буквально 1 минутку. Вот видите, я поверхность не припыляла. Раскатываю в виде колбаски. И будем нарезать порционными кусочками. Тесто обязательно должно храниться кульке или накрытое пленкой, так как это тесто заварное, оно очень быстро обветривается. Разделяю на равные кусочки. Из этой порции, из полкилограмма, получается 20 чебуреков. Плюс-минус 2, смотря какой величины вы будете разрезать. 20 чебуреков, это однозначно получится. И каждый кусочек достаю из-под пленки и раскатываю. Вот видите, даже у меня руки чистые, стол чистый. Ни грамм муки я не использую для того, чтобы лепить чебуреки. Раскатываю тонко тесто. На одну сторону столовую ложку
фарша и закрепляю при помощи вилки, обрезаю с помощью ножа для пиццы. Вот раскатываю тоненько, столовая ложка фарша и скрепляю. Краи получаются такие очень красивые и очень хорошо, удобно скрепляются, они тогда не разлазятся во время жарки. Очень просто и удобно. Обрезки тоже в кулечек и использую дальше по назначению. Жарю в раскаленном растительном масле, переворачиваем. На тарелку я застелила вот бумажное полотенце для того, чтобы после жарки оно впитало лишнее масло. Переворачивать. Вот видите, чебуреки такие воздушные, пузырчатые, хрустящее, тонкое тесто. Очень вкусные, друзья, получаются, красивые, аппетитные. Обязательно попробуйте приготовить по этому простому вот такому рецепту. Друзья, если вам было интересное мое видео, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, ну или дизлайки. Подписывайтесь на канал, если хотите быть в курсе моих новых видео, нажимайте на колокольчик. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.